Ох, дорогие наши подписчики, готовьтесь! Сегодня будет чудесная история о дружбе дикого животного и человека. Эта история не оставила нас равнодушными, и мы решили поделиться ею с вами. Она произошла в 70-х годах прошлого столетия в Лондоне. В 1969 году на полках магазина наряду с пивом и чипсами стояла клетка со львом. Его-то и купили два приятеля Джон и Эйс за 260 фунтов стерлингов. Надо сказать, что хищник попал в заботливые руки. Хозяева регулярно выгуливали малыша на поводке, позволяли безобразничать в квартире и пить воду из унитаза. Всем бы животным таких хозяев. Кристиан любил разбегаться и запрыгивать парням на руки, когда те приходили с работы. Так он радовался их приходу. Но шло время, малыш вырос. Он уже не был прежним очаровательным крохой, а вымахал в огромного льва весом в 50 килограмм. На ручки, естественно, он тоже уже не помещался. Тогда молодые люди решили, что настало время вернуть хищника в привычную для него среду обитания в Африку. Естественно, Кристиан уже привык к дому, и ребята понимали, что прежде чем возвращать его в дикую среду обитания, ему нужна подготовка. Парни решили поднатаскать воспитанника и соорудили для него загон, имитирующий африканскую саванну. Некоторое время они потратили на адаптацию льва к самостоятельной жизни. Конечно же, пришлось убрать мягкую лежанку. Они познакомили его с самочкой, которая, как предполагалось, станет его дамой сердца. Но она была дочкой вожака Прайда, а тот явно не был в восторге от возможной перспективы связи его дочурки с домашним львом. Кристиану пришлось пройти испытание на прочность и силу, когда его посадили в одну клетку с альфа-самцом. Тот нападал на бедолагу, а домашний зверь лишь слабо отбивался. На удивление наблюдателей, вожак лишь немного поцарапал молодого хищника и изрядно его напугал, но не убил и даже не покалечил. Этот момент и стал боевым крещением домашнего льва. Кристиана отвезли в Кению и под руководством зоозащитника выпустили на волю. Некоторое время лев адаптировался к новой жизни, но вскоре обзавелся своим прайдом и окружил себя самками. Казалось бы, жизнь среди людей напрочь стерлась из его памяти, но бывшие хозяева льва безумно скучали по Кристиану, и они решили проведать своего воспитанника. Работники заповедника, как могли, отговаривали их от этого поступка, уверяя, что это может быть смертельно опасным, и животное успело забыть о некогда близких людях. Но решение было принято. Все были удивлены, но когда лев не только узнал своих хозяев, но и бросился к ним в объятия, встал на задние лапы и положил голову на плечо. Мало того, он привел их в свою стаю, где познакомил с избранницами. Через 2 года мужчины вновь приехали навстречу, и снова специалисты твердили, что сейчас-то уж точно Кристиан их не вспомнит. Но тот снова радостно кинулся навстречу старым друзьям. Эта история стала удивительным примером трепетной дружбы хищника и человека, которая поразила весь мир. Всем спасибо за внимание. Обязательно пишите комментарии. Нам важно знать, нравятся ли вам наши истории. До скорой встречи!